Глава 331. Огромный кризис. Штаб-квартира торгового чуда. Мэн Ин, неспособная остановить текущие слезы, сидела возле Чутеня. Наньгун Юнь стояла рядом, утешая ее, пока Чэнь Бин Юй, Фэн Цайды, Юнь Яо и остальные ожидали с болезненными взглядами на лицах. Команда стариков, стоящих кругом, перешептывались друг с другом. Они не могли слышать, о чем они разговаривали, но все хмурили брови и протяжно вздыхали. Комнату наполнили пессимистичные чувства. Вы уже закончили. После такого долгого осмотра вы должны были прийти к выводу, верно? Наньгун Юнь, обладавшая пылким темпераментом, не удержалась от колкости. Она с тревогой почесала в затылке. Да почему вы вздыхаете? Просто скажите, можем мы спасти босса или нет? Сестры Мэн сосредоточились. Не спешите, кашлянул Джао Пу и серьезно произнес. Буду откровенным, президент в плохом состоянии. Все его органы ослаблены, все меридианы разрушены, а духовная энергия исчезает, но не это главное. Самое плохое заключается в том, что президент превысил запасы своей жизненной энергии. Мэн нервно спросила, что это значит? Старый Джао хочет сказать, что президент решительно применил запретную технику с серьезными побочными эффектами, а эта запретная техника сжигает жизненную энергию, перегружая жизненные силы. Проще говоря, если раньше президент мог дожить до 100, то теперь доживет лишь до 50. Если его жизненная сила продолжит исчезать, почему так? Все оторопели, побочный эффект оказался слишком пугающим. Чутянь был молодым и так рано лишился части жизни, не слишком ли это тяжело, наконец Мэн Цину поняла. Чутянь показывал лишь малую часть непокорной силы. Он не хотел применять ее слишком часто не ради того, чтобы не привлекать внимание, но потому, что для него она была очень опасной. Мэн растерялась. Что же нам делать? Это начальная стадия травмы. Если она быстро заживет, надеюсь, он восстановится. Если это затянется, жизненная энергия начнет исчезать, и восстановить это будет труднее, чем взойти на небеса. Мэн Цин быстро спросила, какие нам нужны материалы. Неважно, сколько они стоят, вице-президент, не в деньгах проблема. Мы не сможем найти лекарства такого уровня в стране Южного Лета. Во всей стране Южного Лета старики переглянулись и, вздохнув, сказали, это лекарство преодоления природы, оно должно быть бессмертного класса, лица девушек побледнели. Бессмертного класса. Разве в стране Южного Лета они найдут бессмертные травы? Страна Южного Лета была всего лишь маленькой страной, духовная ци которой была бесплодной, тут едва ли можно было вырастить цветы и травы, что уж говорить про бессмертные. Их можно было лишь купить в большой стране или империи, но бессмертные травы были дорогими. Хотя торговое чудо заработало несколько миллиардов золотом, что эти деньги значили там, у бессмертных трав не было рыночной стоимости, и даже если у торгового чуда было достаточно денег, купить их просто так было невозможно. Если болезнь Чутеня затянется, последствия окажутся серьезными, у него даже может исчезнуть жизненная сила. И тогда ему не помогут даже бессмертные травы. Мэн сдержанно произнесла, «Старшая, что нам делать? Не бойтесь. Мы должны спасти Чутеня любой ценой». Сжала кулак Мэн Цину. Никто не понимал, что на самом деле она сейчас испытывала сильнейшее чувство вины. Чутянь пострадал из-за нее, поэтому она должна была спасти его, несмотря ни на что. В стране Южного Лета нет нужных трав, поэтому мы найдем их в других странах. Полагаю, у нас получится. Мэн Цину спросила, когда Чутянь очнется, трудно сказать, погладил бороду Джао Пу, ранено не только тело президента, но и его душа. Боюсь, ближайшие 2 дня он проведет без сознания. Предлагаю оставить президента на время в покое, чтобы он оправился от духовных ран. Только это они могли сделать. Вице-президент. Неожиданно вбежал паникующий работник торгового чуда. Здесь правитель Пылающего Солнца, совершенный правитель и великий ученый. Они хотят видеть президента, правитель Пылающего Солнца, совершенный правитель и великий ученый. Ин, позаботься о Чутяне. Я выйду и взгляну на них. Мэн Цин и еще несколько человек вышли. Правитель Пылающего Солнца был в алой броне, а совершенный правитель в доспехах из золотых нитей. За ними стояло несколько десятков почитаемых людей, в том числе и великий ученый Гоу Цань Цу. Совершенный правитель спросил, где Чутянь? Пусть он выйдет. По какому вы вопросу? Мэн Цин немного боялась совершенного правителя. Семья Шангуань относилась к торговому чуду враждебно. Не было никакой гарантии, что семья Шангуань не сделает решительный шаг. Произошли внезапные события, а Чутянь был беспомощным и не смог спасти короля Южного Лета от смерти. Вы здесь, чтобы осуждать его? Нет. Совсем нет. Совершенный правитель, убери свою вонючую рожу. Правитель Пылающего Солнца посмотрел на него и сказал Мэн Цину.
Как страна Южного лета может закрывать глаза на такое бедствие? Мы уже знаем, что произошло, а Чу Тянь внес свой вклад. Если бы нужно было кого-то обвинить, то уж точно не Чутеня. Не говоря уже о том, что мой король назначил Чутеня правителем, защищающим страну, у него больше благородства, чем у нас двоих. Значит, вы, вице-президент, страна Южного лета переживает кризис, она на грани жизни и смерти. Вышел Гоу Цань Цу и произнес: мы все обдумали, но боимся, что лишь Чутянь может повернуть ситуацию вспять. Мы пришли к нему, чтобы спросить, есть ли у него план. Вот как, значит, поникла Мэн Цину. Подавив гордость, правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель пришли к Чутяню, словно схватившись за соломинку, а это показывало весь ужас ситуации. Когда Чутянь возвращался, он сразился с экспертом истинной души от гончих войны и сильно пострадал. Какое-то время он пробудет в коме, черт возьми. Злобно выпалил правитель Пылающего Солнца. Почему это Гу Цань Цу тоже изменился в лице? Гончие войны уже знают, что делать, а что же делать нам? Мэн Цину была поражена. Что? Они так быстро продвигаются. Та битва была очень тяжелой. Разве им не нужно время для подготовки? С мрачным лицом совершенный правитель произнес: когда гончие войны атаковали пограничную армию Южного лета, они не сильно ослабли, а за последние несколько дней присоединили к себе много осадных войск из равнин гончих войны. Через 3 дня они доберутся до имперского города, а его защиты недостаточно, чтобы остановить армию, возглавляемую королем Клыком. Что им теперь делать? В имперский город мчится каждое государство, но гарнизоны не доберутся до севера вовремя. Сжал кулаки правитель Пылающего Солнца. Другого пути нет. Даже если мы умрем, мы все равно сразимся. Проиграть в этом бою было очень даже легко. В стране Южного лета было 400 тысяч храбрых солдат, а еще правитель Пылающего Солнца, совершенный правитель, 2 могущественных эксперта истинной души. К тому же, надо было учесть гарнизоны государств. Сражаясь традиционным методом, страна Южного лета гарантированно должна была проиграть. Поэтому они пришли за Чутянем, надеясь, что у Чутеня есть парочка тузов в рукаве. Мэн Цин не ожидала, что такое произойдет. Чутянь был без сознания, но кто еще в стране Южного лета обладал такими же знаниями? Если страна проиграет, они лишатся не только своей репутации. Если они потеряют торговое чудо, как они получат бессмертную траву? Скоро атакуют гончие войны, и если они не смогут избежать великой битвы, то что им придется делать? Как бы поступил Чутянь? Чутянь всегда мог придумать идею, не было ничего, что могло сбить его с толку, крепость на фронте оказалась в таком бедственном положении, потому что Чутянь не знал все обстоятельства, не обладал всей необходимой информацией. Иначе даже гончие войны не заставили бы их проиграть, вдруг Мэн Цин ощутила беспомощность. Без Чутеня она была просто выдающимся предпринимателем, она ничего не могла сделать. Погодите-ка, было еще кое-что, нельзя было сказать, что имперский город проиграет, безмолвный правитель тайно построил за городом оружейную фабрику, там было не меньше 10 тысяч единиц энергетического оружия. Если оснастить ими солдат, силы гарнизона значительно увеличатся. Мэн Цин сразу же сообщил о своем замысле правителю Пылающего Солнца и совершенному правителю. Они были очень поражены. Имперский город подготовил много энергетического оружия. Они вообще про это не знали. Король Южное лето слишком уже это скрывал. Гоу Цань Цу произнес: если оружия достаточно, бой возможен. Фабрика работает недавно, и там не больше 10 тысяч единиц оружия. Хотя это сильно повлияет на бой, повернуть прилив вспять будет невозможно. Если энергетического оружия недостаточно, мы можем приготовить кое-что еще. Что? Просто подождите. Мэн Цин увернулась в комнату, взяла коммуникатор и немедленно позвонила в секту Юнь Центрального государства. «Вице-президент, это ты?» Донесся из коммуникатора голос Юнь Тяньхэ. «Я слышал про большие проблемы имперского города. Маркиз Божественного Ветра выехал прошлой ночью. Какова ситуация сейчас? Время драгоценно, давай поговорим об этом потом». Мэн Цин не хотелось все объяснять. Секта Юнь успела изучить энергетическую бомбу. Мы предприняли первые шаги, но она пока не соответствует требованиям президента. Мэн Цин ощутила проблеск света. Примените зеркало переноса изображений и передайте технологию мне. Это может изменить судьбу имперского города. Так что поторопись. Юнь Тяньхэ понял ситуацию и сразу же ответил: хорошо, я сейчас все отправлю. Подожди, я еще не закончила. Вице-президент хочет обсудить еще кое-что. Немедленно сообщите боссу Юю из банды Огромной Акулы, чтобы флот направлялся на север, к порту государства Цан. Если в имперском городе случится беда, возможно, они смогут помочь нам сбежать. Даже если мы не сможем покинуть имперский город, они хотя бы смогут помочь безмольному правителю и спасти лучших из страны Южного лета. Юнь Тяньхэ был шокирован, когда в последний раз имперский город оказывался в такой беде. Мэн Цину не была такой импульсивной, как Чутянь, и всегда была осторожна, поэтому заранее подготовила маршрут для эвакуации. Если защитить имперский город не получится, единственный путь к спасению будет пролегать по воде. Всю свою жизнь гончие войны проводили в прериях, а армия их состояла, в основном, из кавалеристов.
Если они сбегут по воде, преследовать их будет нелегко. Точно, еще кое-что. Не забыла Мэн Цин о самом важном. Активируй все каналы поставок торгового чуда и отправь всей стране заказ на поставку. Юнь Тяньхэ успокоился. Пожалуйста, вице-президент, отдавай приказ. Нам нужна бессмертная трава 2-го класса, которая может восстанавливать врожденную способность к жизни. Что? Бессмертная трава. Разве ее можно купить в стране Южного лета? Даже если бы хоть одна была, разве торговое чудо смогло бы ее купить? Я понимаю, что это очень тяжело, но это касается выживания чутеня, поэтому мы должны попробовать все. Президент, голос Юнь Тяньхэ дрогнул, и он хрипло произнес: «Будь уверена, этот старик сделает все возможное. Я возлагаю на тебя выживание торгового чуда». Тяжело вздохнув, Мэн Цин уположила трубку коммуникатора. Это все, что она могла сделать на данный момент, а предсказать окончательный результат она вообще не могла. Глава 332. Город осаждает большая армия. Мэн Цин передала чертеж энергетической бомбы из центрального государства Гао Цаньцу. Возможно, с помощью этого разрушительного оружия они смогут нанести королевству гончих войны ответный удар и стать на поле битвы главными. Пока у нас есть только такой план, они начали использовать энергетическое оружие. Они могли делать энергетические бомбы, энергетическое оружие было совершенно секретным, и правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель про него почти не знали. Но теперь скрывать его от них было уже невозможно. По крайней мере, они уже знали, что у Чутеня в центральном государстве есть оружейный завод, вот только они не знали, насколько сильное энергетическое оружие. Король Южного лета погиб, безмолвный правитель был далеко, а страна Южного лета столкнулась с кризисом, который мог уничтожить их всех, в ход пошли все ресурсы и полномочия. При сильной поддержке Гао Цаньцу-2 правителя пошли против запрета короля и узнали про завод по производству энергетического оружия. Мэн Цин лично подвела итоги. Было около 14 тысяч энергетических пистолетов, около 2000 энергетических автоматов, около 5000 магазинов и примерно 10 тысяч автоматов с магазинами. Магазины изготавливали в центральном государстве, а не в имперском городе, поэтому пока их было не очень много. Посылать больше было слишком поздно. Магазинов должно было хватить на первое время. Энергетические пистолеты были достаточно сильными, чтобы убивать культиваторов и демонических зверей 2-го уровня пробужденной души и ниже, но темп стрельбы у них был медленный, а дальность их не могла сравниться с луками или оружием дальнего действия. Они были пригодны только для ближнего боя. Совершенный правитель предложил: энергетического оружия не так много. Им нельзя вооружить всю армию, его можно применять лишь в особых ситуациях. Согласно отчету с фронта, у гончих войны есть особая кавалерия волков. Демонические волки быстрые, и стрелы дальнего действия их не берут. Для борьбы с ними можно применять энергетическое оружие, подходящее для ближнего боя, предложил правитель Пылающего Солнца. Армия Дикого Пламени семьи Нангун — одна из лучших тяжелых пехотных подразделений в стране. Они даже сильнее южных варваров, они могут остановить демонических волков. Если оснастить их энергетическим оружием, они смогут оказать достойное сопротивление. Звучит разумно. Два правителя решили раздать 10 тысяч энергетических пистолетов тяжелой пехоте Дикого Пламени и выдать им 500 автоматов, чтобы повысить их огневую мощь. Этим пехотным подразделением руководил сам правитель Пылающего Солнца, и оно не было предназначено для ближнего боя. Теперь, когда у них было такое оружие, их сила, несомненно, увеличилась. Гао Цаньцу предложил: что касается 2000 энергетических автоматов, этот старик предлагает оснастить ими рыцарей Грифона из Королевского дворца. Рыцари-грифоны — сильнейшие в имперском городе и даже стране Южного лета, еще у них есть воздушное преимущество. Если оснастить их автоматами, они станут кошмаром гончих войны. Рыцарей Грифона насчитывалось 2000 человек, это подразделение само по себе было очень сильным, автоматы могли усилить их огневую мощь в несколько раз. Во время беды они смогут подавить противника с воздуха. Неудивительно, что мой король был так уверен в северной экспедиции. Воодушевился правитель Пылающего Солнца. У страны было такое сильное оружие, оно действительно могло растоптать гончих войны. Какая жалость, они не думали, что гончие войны окажутся на шаг впереди. В итоге это привело к трагедии и гибели их лидера. Была ли это воля небес? Если бы гончие войны атаковали месяцем позже, армия уже была бы вооружена первой партией энергетического оружия. Разве гончие войны смогли бы легко прорваться через границу, будь у страны Южного лета больше 100 тысяч единиц энергетического оружия? Но история не терпит сослагательного наклонения. Мэн Цин не была оптимисткой, она видела боевую мощь гончих войны. Хотя 10 тысяч единиц энергетического оружия было достаточно, чтобы увеличить боевую мощь страны Южного лета, его возможности были ограничены. Противостоять сотням тысяч гончих войны было невозможно.
Энергетического оружия было недостаточно. Мэн Цин приказал распаковать все энергетические батареи. Хранящиеся в имперском городе, Гоу Цаньцу собрал несколько тысяч ученых, чтобы помочь с производством и преобразовать энергетические батареи в энергетические бомбы. Правитель Пылающего Солнца и Совершенный Правитель стремительно наращивали боевую мощь. Они готовили талисманы, лекарства, стрелы, боевое снаряжение, мобилизовали несколько миллионов жителей имперского города. Может ли гнездо выжить без яиц? Неважно, какие противоречия разделяли семьи, они объединились, чтобы сразиться с врагом извне, вскоре создали много энергетических бомб. Бомбы очень нестабильны, поэтому использовать их надо осторожно, иначе вы пострадаете сами. Трудно представить себе опасность такой ситуации. Мэн Цин инструктировал ученых: у нас есть бомбы, и мы должны применить их наилучшим образом. Мы должны удивить их. Пока Мэн Цин занималась своими отрядами, пришли хорошие новости. В имперский город прибыл не только маркиз Зеленого облака из государства Цан, но и остальные 7 маркизов: маркиз Божественного ветра, маркиз Золотой стрелы, маркиз Запада. Они привели своих людей, которых насчитывалось до 3000, однако сила этих 3000 была хорошей. Когда Мэн Цин узнала об этом, она немедленно отправилась в королевский дворец, чтобы с ними встретиться. Когда маркиз Запада увидел Мэн Цину, лицо его потемнело от гнева. Торговое чудо прижучило его, и он не мог этого забыть. Хотя он видел только Мэн Цин а не Чутеня, этого хватило, чтобы у него заныли зубы. Мэн Цин сильнее всего беспокоили проблемы имперского города. Почему рухнула линия фронта? Большей частью из-за предательства Ван Тяньлуна. Дун Фанчжань должен был подавить восстание, но маршал бежал, и они не смогли ответить на внезапную ситуацию, которая ускорила падение фронта. Цину приветствует маркиза Запада, кивнула Мэн Цину. Возможно, Чутянь оскорбил маркиза Запада, но эти вопросы в прошлом. Цин лично приносит свои извинения. У ворот враг, и я прошу маркиза Запада о сотрудничестве. Шангуаньхун, ты все еще боевой маркиз 2-го класса. Высказал недовольство Совершенный Правитель. Не стоит упоминать личные конфликты при наличии национального бедствия. Этот правитель не хочет, чтобы семья Шангуань была виновата в гибели страны. Правитель Пылающего Солнца тоже произнес: Чутянь уже получил титул правителя, защищающего страну, и теперь возглавляет правителей. Неподалеку гончие войны, и мы должны работать вместе, да. Выслушав 2 правителей, маркиз Запада осмелился. Сложив ладони, он сказал: Шангуаньхун кинется навстречу опасности, он не боится смерти. Мэн Цин прониклась уверенностью. Она посмотрела на маркиза Божественного ветра и маркиза Золотой стрелы. Все так быстро добрались. Маркиз Божественного ветра кивнул. Мой король успел отправить королевское воззвание, где сообщалось, что южные государства должны приготовиться к северной экспедиции. Мы были готовы в любой момент прибыть в имперский город, и когда узнали о ситуации здесь, то тут же сорвались с места. Какая жалость, сказал маркиз Золотой стрелы, вздохнув. Мы мчались, но не смогли привести наши армии. Иного пути не было. Хотя гарнизоны государств добраться не смогли, маркизы были лучшими экспертами страны Южного Лета, каждый из которых был опытным генералом. Они могли выполнять важные обязанности. С помощью этих людей шанс на победу имперского города будет намного выше, маркиз Божественного ветра тихо произнес. Я слышал про старшего маршала, он, Мэн Цин, тяжело кивнула. Маркизы не могли сказать ни слова. И маркиз Божественного ветра, и маркиз Золотой стрелы, и маркиз Запада уважительно называли маршалом Дун Фанчжаня. Дело в том, что прежде они служили Дун Фанчжаню и восхищались им. Как они могли не вздыхать, если рухнул столб страны? Какова нынешняя ситуация? Спросил маркиз Зеленого леса. Как нам сражаться? Мэн Цин внесла уже много вклада. Энергетическое оружие и энергетические бомбы в разы укрепили оборону имперского города, однако окончательная судьба имперского города зависела лишь от воли небес. Мэн Цин была предпринимателем, у нее не было опыта в анализе боевых действий. Она лишь знала, что гончие войны сильны, очень сильны, и от этих людей зависит все. За отсутствием безмольного правителя высшим боевым офицером был правитель Пылающего Солнца, так что за развертывание войск отвечал он. С этого момента в городе военное положение. Соберите всю пищу, не может уйти ни один житель, в бою будут участвовать команды наемников. Маркиз Зеленого леса, маркиз Божественного ветра, вы защищаете южную сторону. Маркиз Золотой стрелы, подавляющий маркиз Запада, вы защищаете восточную сторону. Маркиз Запада, маркиз Дальнего Востока, вам предоставлена западная сторона. Совершенный правитель и я отвечаем за северную сторону. Что касается распределения сил, имперский город быстро развернул войска, однако королевство гончих войны увеличивало скорость марша. Королю Клыку было ясно, что его время ограничено.
Когда они покинули государство Цань, 200 тысяч кавалеристов маркиза Зеленого облака и 200 тысяч кавалеристов безмольного правителя уже направились в имперский город, а это грозило гончим войны бедой. Ключевым моментом этой битвы была скорость. Король Клык должен был захватить имперский город до возвращения безмольного правителя. Когда они захватят имперский город, страна Южного Лета не сможет сопротивляться. Наконец, армия гончих войны появилась с севера от имперского города. Огромная волна гончих войны превышала воображение, армия имперского города невольно сглотнула. Флаги напоминали морские волны, солдат было примерно 800 тысяч. Точно так же они атаковали линию фронта. Это было странно. Армия не могла вырасти после сражения. Прорвавшись, гончие войны потеряли не меньше 200 тысяч человек. Почему их стало больше? Правитель Пылающего Солнца и Совершенный Правитель поняли, что среди армии было много старых врагов. Судя по данным, которые у них были, старые племена гончих войны долго не принимали участия в войне. Не все гончие войны подчинялись королю Клыку, некоторые воевать не желали. Король Клык пообещал прорваться через линию фронта, чтобы старые племена вступили в войну. Если бы король Клык проиграл, старые племена покинули бы его, и король Клык остался бы один. Старые племена, не признавшие власть короля Клыка, к войне не допустили. В армии короля Клыка был редкий воздушный десант. На стервятниках летели около 20 тысяч человек. Это были рыцари стервятников, которые явно были отражением рыцарей-грифонов из имперского города. Это было невероятно. Стервятники и демонические волки были в одинаковых доспехах. Способности гончих войны были довольно хорошими, однако у них не могло быть столько чудовищ. Кованое снаряжение гончих войны было кустарным. Как они смогли собрать такую армию, король Клык, оседлавший трехголового демонического волка, ехал в сторону имперского города. Это недавно коронованный король Клык ощутил давление с его стороны правитель Пылающего Солнца. Видимо, слава его опережала, и даже безмолвный правитель не выдержал. Совершенно незнакомое лицо, с королем Клыком прибыли много гончих войны. Были 4 эксперта истинной души, вожди старых племен и Ван Тянь-Лун, предатели из страны Южного Лета. На этот раз король Клык, желая захватить имперский город одним махом, собрал все свои силы слишком разнились, и падение страны Южного Лета было неизбежным. Однако король Клык без волнения, суровым лицом спросил, кто их вас двоих убил Малима? Что еще за Малим? Правитель Пылающего Солнца и Совершенный Правитель были поражены. Я его убила. Донесся со стен женский голос. Мэн Цин убыла не в обычной белой мантии, на ней была серебристая броня, из-за которой она выглядела как доблестный генерал. Гао Цань Цу был потрясен. Его убила вице-президент Мэн, правитель Пылающего Солнца странным тоном спросил, что? Это был важный человек, конечно. Сердито произнес Гао Цань Цу. Малим был вице-командиром племени Адской Песни, экспертом истинной души, который с помощью Ван Тянь-Луна убил моего короля. Культиватор истинной души, все были поражены. Мэн Цину была такой слабой женщиной, а фактически убила культиватора истинной души из гончих войны, новость оказалась шокирующей. Одно только это могло подарить Мэн Цин статус маркиза. В конце концов, страна Южного Лета уже долгие годы не убивала экспертов истинной души из гончих войны. Если и погибал эксперт истинной души гончей войны, то только из-за их междоусобиц. Армия гончих войны впала в смятение. Малима убила эта слабая девушка. Лицо короля Клыка стало крайне зловещим, казалось, будто у него вот-вот вырвется огонь из глаз. Глава 333. Начинается Великая война. Малим с мечом адского пламени был вице-командиром племени Адской Песни, а умер от руки слабой девушки пробужденной души. Это оказалась просто шокирующая новость, и все племена гончих войны принялись переговариваться. «Ты позоришь воина нашего племени», — взревел король Клык. «Как ты докажешь, что убила его? Узнаешь эту сумку». Достала сумку Мэн Цину, не бросая слов на ветер. Потом она достала из нее черный меч, обмотанный тканью. Меч был духовным предметом, так что Мэн Цин не могла им пользоваться. Даже если ты не узнаешь сумку, то этот меч должен быть тебе знаком. Меч адского пламени, Малим действительно погиб от ее руки. Командиры гончих войны говорили шепотом, взгляды их стали странными. Малим умер, но никто ему не сочувствовал, а многие даже не скрывали презрения. Король Клык был в неконтролируемом гневе. Малим был его младшим братом и самым близким подчиненным. Если бы Малим погиб на поле боя, то не лишился бы гордости воина. Но Малим погиб от руки слабой девушки, что позарило не только его, но и племя Адской Песни. Вдруг взлетел фиолетово-золотой барабан бога грома, король Клык дико взревел, и молния, разрывая облака, полетела к Мэн Цину, к городским стенам. Как такая большая сила могла преодолеть это расстояние?
Власть короля Клыка ужасала, она шокировала солдат Южного Лета. Совершенный правитель издал холодный смешок и вытащил из рукава золотое перо. Он нарисовал круг, и молния тут же остановилась. Золотое перо взмахнуло, и энергия полетела обратно в короля Клыка, словно луч света. Король Клыка втянул ее в золотой барабан. Король Клыка тихо просил: «Ты совершенный правитель? Да, я правитель. Твои секретные планы посеяли среди гончих войны хаос. Ты внес немалый вклад в то, что страна Южного Лета дожила до сегодняшнего дня. Жаль, что этот правитель не заметил твоих действий, иначе ситуация не дошла бы до такого. Что касается тебя, то никто не знает, откуда ты взялся», — холодно произнес правитель Пылающего Солнца. «На что ты тратишь слова? Раз эти ублюдки гончие войны пришли, дай им ощутить силу стрел Южного Лета. Правитель Пылающего Солнца, совершенный правитель, я предлагаю вам сдаться». Медленно вышел вперед Ван Тяньлун. «Неужели вы думаете, что после произошедшего страна Южного Лета выстоит перед гончими войны? Совсем нет. Ошибка. Вы вообще не знаете, что случилось. Вы не можете выиграть этот бой. Страна Южного Лета уже давно подозревала короля Клыка. Племя Адской Песни появилось на равнинах гончих войны в последние 10 лет, а оно отличалось от других племен. Укрепившись за такое короткое время, они вряд ли могли создать зрелую армию. Откуда взялись сотни тысяч кавалеристов, волков и стервятников? Возможность была лишь одна — племя Адской Песни было из другой страны. Вот почему Ван Тяньлун был таким уверенным. Племя Адской Песни — дворяне из королевства Погребенного Орла. Громко выкрикнул Ван Тяньлун. Королевство гончих войны уже стало вассалом королевства Погребенного Орла и стало его частью. У вас есть силы сражаться с воюющим королевством, все резко изменились в лице. Королевство Погребенного Орла. Хотя эта страна не имела отношения к стране Южного Лета, люди про нее слышали. Это было воюющее королевство, обладающее сильной национальной властью и множеством граждан. Им нужна была военная мощь, которая превосходила все другие страны региона, которая помогла бы им расшириться. Сила воюющего королевства намного превосходила силу обычных королевств. Потенциально оно могло стать империей, разве ушедший культ небесного демона не создавал воюющее королевство небесного демона? Когда культ был на пике сил, у каждой из 10 главных ветвей было несколько экспертов истинной души. Малое королевство вроде страны Южного Лета не имело шансов победить воюющее королевство. Гончие войны уже стали вассалами воюющего королевства. Поколение короля Клыка пришло не с равнин гончих войны. Он был королем, посланным воюющим королевством духовного зверя, он не был независимым королем. Неудивительно, что король Клык привел такую сильную армию. Гончие войны должны были собирать такую армию несколько десятков лет. Эту армию гончие войны получили от воюющего королевства духовного зверя. Именно поэтому король Клык за одну ночь прорвал линию фронта. Теперь вы понимаете, что шансов на победу у вас нет. С холодной улыбкой произнес Ван Тяньлун. Не говоря уже о том, что вам повезет, если сегодня вас не уничтожат. Воюющее королевство пришлет еще войска. Сможете ли вы защититься от них? Как долго вы сможете защищаться, предатель? Заткнись. Тот, кто понимает момент, всегда выигрывает. Король Клык будет править прериями, и сегодня они станут его. Остался равнодушным Ван Тяньлун. Уничтожение страны Южного Лета очевидно, лишь капитуляция гончим войны гарантирует, что 200 миллионов жителей не сгорят в огне войны. Страна Южного Лета останется страной Южного Лета, мы всего лишь станем вассалом гончих войны и крошечной частью королевства Погребенного Орла. Люди смогут жить своей жизнью, а мы получим покровительство воюющего королевства. Чему тут огорчаться? Не упрямьтесь, нет пути, кроме капитуляции. Страна Южного Лета станет марионеткой духовных зверей. Присягнет в верности гончим войны. Невозможно. Хотите навлечь на страну Южного Лета разрушение? Крикнул Ван Тяньлун. От вас зависит жизнь нескольких миллионов жителей имперского города. Если сегодня вы будете сопротивляться гончим войны, они убьют всех, и вы это прекрасно понимаете. Армия имперского города была потрясена. Сила воюющего королевства слишком уж пугала, страна Южного Лета не могла даже сразиться с гончими войны. Гончие войны были большим королевством, а что уж говорить про воюющее королевство. Равнины гончих войны стали королевством с помощью воюющего королевства Небесного Волка. Воюющее королевство значительно ослабит междоусобицы гончих войны. Королевство гончих войны стало вассалом королевства Погребенного Орла. Как страна Южного Лета могла им противостоять? На континенте было 3 вида королевств. Сначала шли независимые королевства. Это были королевства с абсолютным суверенитетом, дипломатической властью и контролем над ресурсами. Они могли не платить дань другим державам. Вторыми шли вассальные народы. Вассальные народы могли быть и королевством маркиза, и королевством правителя, и народом титулованного дворянина.
Нынешний король Клык был титулованным королем воюющего королевства Небесного Волка, так что его провозгласили королем гончих войны. Хотя дворяне обладали независимостью, самым высокопоставленным в королевстве гончих войны по-прежнему был король. Каждый год страна должна была выплачивать определенный процент налогов. Третьи же были зависимыми королевствами и полностью отличались от предыдущих двух видов. Зависимые королевства были побеждены другими королевствами. У зависимых стран даже не было суверенитета. Они должны были не только платить дань и присягать в верности, но и не могли иметь армию. Основной функцией зависимой страны была работа, обеспечение пропитания, выращивание ресурсов, разведение демонических зверей в интересах главной страны. Ей запрещалось иметь государственную казну, и все это считалось данью уважения. Когда страна Южного Лета станет зависеть от страны гончих войны, ресурсы больше не будут принадлежать гражданам. Но сможет ли страна Южного Лета остановить воюющее королевство? Проваливай. Ты продал гордость предков, какого черта ты тут разорался? Хочу посмотреть, как долго вы будете вести себя высокомерно. Не желал уходить Ван Тяньлун. Хотя король Клык позволил ему стать королем Южного Лета, оставлять в живых 3 семьи не было смысла. Как Ван Тяньлун мог их остановить? Убить он должен был их всех убить. Ван Тяньлун хорошо знал правителя Пылающего Солнца. Оба не сдавались перед мрачной действительностью, убедить их способа не было, и осталось лишь применить силу, король Клык не терял времени. Потому что времени, предоставленного королю Клыку безмольным правителем, было мало. Раздался гул боевых горнов, и армия гончих войны приготовилась атаковать. Авангардом была команда огромных зверей, за которыми следовали примерно 50 тысяч лучших гончих войны. Многие обладали оборудованием для скалолазания, и они были первой волной атаки. Огромные звери, похожие на обезьян, достигавшие высоту больше 10 метров, были в толстых доспехах. Стрелы Южного Лета мало что могли с ними сделать, даже стрелы экспертов истинной души. Быстрее забили боевые барабаны. Скорость атаки быстро увеличилась, правитель Пылающего Солнца нахмурился. «Это правда сработает, расслабьтесь», — стиснула кулак Мэн Цину. «Сами увидите, некоторые из огромных зверей на что-то наступили, и из-под их ног вырвались потоки энергии». Это были быстрые всплески света и тепла, которые охватили их дикой бурей. Этот колоссальный удар поразил несколько сотен гончих войны, погрузив войско в хаос. Раздалось несколько громких взрывов. Взорвались еще несколько энергетических бомб, взрывы сильно покалечили огромных зверей, изуродовав их тело. Взрывная мощь была очень сильной, и каждый взрыв оставил в земле по огромной темной яме. Даже эксперты истинной души серьезно пострадали или вовсе лишились жизни. «Огонь!» — приказала Мэн Цин-У. Несколько катапульт выбросили с городской стены тяжелые бомбы. Они пролетели по параболе и рухнули на поле боя. Бум! Образовалось еще одно светящееся облаков в виде гриба. В зоне взрыва оказались несколько сотен гончих войны, которые пали его жертвами. Первое нападение королевства гончих войны захлебнулось, не успели они даже начать сражаться. Изначально низкий боевой дух поднялся лишь немного. Они должны были победить в этой битве. В конце концов, правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель не были дураками. Если бы они не могли выстоять, они бы приняли соответствующие меры для эвакуации. Берите ваши луки, бомбы Южного Лета оказались слишком сильными, и гончие войны понесли большие потери. Эксперты гончих войны с тревогой смотрели, как страна Южного Лета готовится снова применить бомбы. Эксперты гончих войны подняли луки, чтобы сбивать бомбы в полете. Бум! Бомба взорвалась в воздухе. Удар настиг нескольких солдат Южного Лета, что стояли на стене. Когда энергетические бомбы подбили в воздухе, горящие обломки разлетелись в стороны. Каждый обломок нанес гончим войны урон. Что это было? Гончие войны были шокированы, глаз разума. Ван Тяньлун применил божественное чутье и осмотрелся. Он был потрясен результатом. В земле перед имперским городом было спрятано много предметов с плотной энергией, которые и взрывались под гончими войны. ПФ. Король Клык тоже это заметил и холодно поднял золотой барабан. Стрелы, лучники гончих войны вскинули луки, и обрушился густой дождь стрел. Под ним взорвались еще не пришедшие в действие энергетические бомбы. Все закопанные мины потеряли смысл. Жаль, что у торгового чуда не было времени, чтобы создать достаточно энергетических бомб. Гончие войны дико помчались вперед, не боясь смерти, и мгновенно добрались до стен. Предстоящая битва обещала быть нелегкой, очень тяжелой. Глава 334. Осада имперского города. Барабаны били, как гром, земля дрожала, а волны гончих войны стремились вперед. Всеобщая атака наконец началась, и когда они оказались в пределах доступности лучников Южного Лета, в небе раздался ужасный свист.
Солнечный свет заслонило плотное черное облако из стрел. Ледяные стрелы, огненные стрелы и взрывные стрелы. Сила талисманов оказалась очень шокирующей, и армия гончих войны тут же понесла потери. Огонь. Лично возглавил атаку командир гончих войны. Сражайтесь. Убейте их всех, взревев, армия гончих войны стала стрелять по людям. Бесчисленные стрелы падали на городские стены, пытаясь подавить солдат Южного лета. Совершенный правитель холодно приказал: активируйте массивы символов. Члены семьи Шангуань встали в ряд, подняв большие флаги, покрытые символами. Вдруг они составили из них стену, и энергия талисманов переплелась друг с другом, образовав над городскими стенами защитный слой. Стрелы гончих войны ударились об него. Гончие войны пытались поразить городские стены, но армия Южного лета уже разместила на них талисманы. Когда гончие войны касались их, те немедленно выпускали огонь, покрывались льдом или взрывались. Неужели гончие войны считали, что атаковать стены будет так легко? Пока стены не попали в руки врага, армия Южного лета еще могла надеяться на победу. Безмолвный правитель возвращался из государства Цан, поэтому ситуация в любой момент могла измениться. Король Клык тоже это понимал, поэтому вышел из себя. По полу боя прокатился холодный взгляд короля Клыка. Выпускайте стервятников, над облаками появились черные пятна. Бесчисленные стервятники, на которых сидели гончие войны, пролетели над линией обороны и возникли в небе над имперским городом. Имперский город не был фортом. Периметр был полностью опечатан, но защитить город полностью было невозможно, поэтому через рубежи обороны мог пройти воздушный десант. Он мог напасть на центр города и разрушить оборону изнутри. С неба, словно пельмени, посыпались гончие войны. Рыцари стервятников отправили в имперский город не меньше 40 тысяч лучших солдат. Эти 40 тысяч лучших солдат и 20 тысяч рыцарей стервятников могли серьезно помешать армии Южного лета. Пусть армия Дикого Пламени останавливает врагов, немедленно приказал правитель Пылающего Солнца, и тяжелая пехота армии Дикого Пламени окружила внутреннюю часть имперского города. Рыцари Грифона, остановите врагов в воздухе. 2000 величественных рыцарей Грифонов были в режиме ожидания. Когда они получили приказ правителя Пылающего Солнца, то немедленно полетели к рыцарям стервятников, которых было в 10 раз больше. Хотя у рыцарей Грифонов не было преимущества в количестве, аура их была не хуже. Грифоны были демоническими зверями второго класса, а каждый рыцарь был одним из лучших. Даже если бы их было меньше, они все равно могли бы сражаться. Это сильнейшие асы Южного лета. Засмеялся командир рыцарей стервятников. Они, правда, круглые дураки. Рыцари Грифонов были сильнейшим войском, которое охраняло страну Южного лета и имперский город. Чтобы обучить рыцарей Грифонов, страна Южного лета закупила в других странах Грифонов и потратила значительные суммы на обучение людей. Рыцари Грифонов представляли собой силу страны Южного лета, и если их победят, это станет огромным ударом по боевому духу Южного лета. Раз вы ищете смерти, я покажу вас мощь воздушных сил Королевства Погребенного Орла. Громко произнес командир рыцарей стервятников. Убейте их. Командир рыцарей Грифонов столкнулся с гущей рыцарей стервятников, поднял длинное копье и крикнул: приготовьтесь к бою. Две армии неслись навстречу друг другу, и когда они готовились столкнуться. Командир рыцарей Грифонов выкрикнул: формация клинка ветра. Собравшись вместе, 2000 грифонов породили синее лезвие ветра. Сами по себе грифоны были сильнее стервятников, и волна серых лезвий оказалась действительно мощной. Если она попадет в стервятников, то большая их часть погибнет на месте. Но так ли просто все было? Рыцари стервятников были частью армии Королевства Погребенного Орла. Они были не только хорошо натренированы, но и обладали боевым опытом. Когда грифоны сконцентрировали энергию, стервятники тоже приготовились. Они немедленно изменили направление движения и прошли сквозь синее лезвие ветра, не потеряв почти никого. Прямая линия рыцарей стервятников вдруг взорвалась, и они ринулись в разные стороны. Образовавшийся полукруг понемногу поглощал рыцарей грифонов. Убейте их всех. Рыцари стервятников полностью окружили рыцарей грифонов и приготовились их запечатать. В конце концов, рыцарей стервятников было слишком много, и они привыкли к блокадным стратегиям, и рыцари грифонов не могли прорвать окружение. Хотя рыцари грифонов были сильными, а грифоны их были яростными, стервятники гончих войны не ушли от них далеко. Окруженные рыцарями стервятников, они могли оказаться в беде, в ловушке, из которой не скоро вырвутся. Командир рыцарей грифонов изменился в лице. Прорываемся. А разве могло быть легко? Огонь. У каждого рыцаря грифона было всего по одному копью, и в бою они полагались большей частью на грифонов. У них были сильные наступательные способности, а грифоны могли пробуждать силу лезвий ветра, так что их атаки были довольно дальними по действию, а вот рыцари грифонов не были экипированы для дальнего боя. Рыцари стервятников отличались от них. У стервятников были твердая кожа и сильные мышцы, а еще хорошая скорость.
Хозяин стервятника должен был быть божественным лучником. На некоторых стервятниках было по 2 человека. Один бил на коротком расстоянии, другой на дальнем, что обеспечивало им безупречную координацию. Когда рыцари Грифонов столкнулись с первым строем рыцарей-стервятников, второй и третий строй выпустили ливень стрел. Первый строй блокировал их, остальные стреляли, атакуя на расстоянии. Рыцари Грифонов не могли защищаться, они оказались в невыгодной ситуации. Это действительно не сработало. Как-никак, страна Южного Лета была малым королевством, ей не хватало опыта боевых действий в воздухе. Даже у лучших рыцарей Грифонов не было надлежащей тактики воздушного боя. Столкнувшись с правильно обученными воздушными силами, они сдались, хотя сами по себе были сильнее. Черная волна гончих войны прибывала. Рыцари стервятников проникли в город, и количество жертв с обеих сторон росло. Защитники городской стены впали в хаос, немало бесстрашных солдат гончих войны уже добрались до стены. «Бросайте бомбы! Скорее!» У солдат Южного Лета не было иного способа справиться с дикими солдатами гончих войны, им осталось лишь сбросить к подножию стен оставшиеся энергетические бомбы. Сразу же задрожала земля, городские стены окутали взрывы. Каждая бомба выплеснула ужасающие ауру и свечение, заставив имперский город задрожать. Каждый взрыв угодил в густую толпу гончих войны, мгновенно погубив сотни солдат. Армия гончих войны была в ужасе от пугающей мощи энергетических бомб, мощь этого оружия оказалась слишком ужасающей. Не обращайте внимания, продолжайте убивать. Городские стены Южного Лета вот-вот падут, гончие войны были очень жестокими. Хотя разрушительные энергетические бомбы заставили их отступить, длилось это всего минуту. Гончие войны быстро перестроились и стали подниматься по городским стенам, как муравьи. Оборона имперского города не могла сравниться с обороной фронтовой крепости, потому что в городе было слишком много людей. Городских ворот было 9, и гончие войны атаковали 7 их них. Энергетических бомб, созданных торговым чудом, тоже было мало, а они почти все израсходовали, так что они уже не могли остановить гончих войны. Гордостью Южного Лета были рыцари Грифонов, которых сейчас окружили рыцари Стервятников, и они не могли поддерживать оборону. В имперском городе было все больше военнопленных, повсюду горел огонь, распространялся хаос. Наконец над стеной пролетели отряды гончих войны, а за ними потекла лавина солдат. Они сражались дико, не боясь смерти, по сравнению с ними солдаты Южного Лета были намного слабее. Мэн Цина увидела, что многие части стен уже захвачены гончими войны. Она поняла, что долго имперский город не продержится. Она сказала правителю Пылающего Солнца и Совершенному правителю. Время настало, 2 правителя кивнули, и правитель Пылающего Солнца высоко поднял сигнальный флаг, оповестив имперский город звуковым сигналом. Вдруг король Клык нахмурил брови. У страны Южного Лета был еще один туз в рукаве. Внезапно рыцари-грифоны, окруженные рыцарями стервятников, кинулись в контратаку. 2000 рыцарей были вооружены копьем и энергетическим автоматом. Это оружие поразился Ван Тяньлун, увидев оружие рыцарей-грифонов. Ван Тяньлун уже видел его в руках Чутеня. Он предполагал, что это редкое сокровище, а теперь видел его в руках каждого рыцаря-грифона. Ван Тяньлун уже испытал мощь этого оружия на себе. Если вооружен был каждый, то какими будут последствия? Рыцарь Грифона громко выкрикнул: «Убейте их всех!» Не успели гончие войны отреагировать, как автоматы взорвались ослепительным белым пламенем. С невероятной скоростью вылетели несколько тысяч энергетических пуль. Атака оказалась слишком быстрой и неожиданной. Как рыцари стервятника могли ее заблокировать? Несколько сотен стервятников мигом рухнули с неба, и в блокаде появился разрыв. Воспользовавшись штормом пуль, рыцари Грифона прорвались и погубили больше 10 тысяч жертв. Потом они спикировали на стену, пробираясь сквозь толпу гончих войны. Небо наполнилось светящимися пулями. Это был результат стрельбы из 2000 энергетических автоматов. Пули были не только маленькими, но и быстрыми, быстрее, чем стрелы. Гончие войны не могли увернуться от них на таком коротком расстоянии. Многие из них тут же упали с городских стен, больше 10 тысяч тяжелых пехотинцев семьи Наньгун тоже действовали по плану. Вооруженные пистолетами и мечами, они ожесточенно сражались с солдатами гончих войны, которые пробрались в город. Армию гончих войны побеждали. Как их можно было остановить, армия Дикого Пламени семьи Наньгун обладала сильными боевыми техниками, а теперь у них были даже пистолеты, и они легко пробивали защитную энергию пробужденной души. А много ли было среди гончих войны культиваторов пробужденной души? Это была односторонняя битва, вернув превосходство в воздухе, ослабив давление на стены, победив врагов в городе, имперский город, казалось бы, пришел в себя и отнял больше жертв, чем потерял. Если так пойдет и дальше, у гончих войны не будет шанса проникнуть в имперский город. У людей действительно есть какие-то уловки. Король Клык был готов стрелять огнем из глаз, однако головы от гнева не терял. Он спокойно произнес:
Насколько они подготовлены, Ван Тяньлун уверенно сказал: «Будь уверен, король Клык. Все готово, они долго не продержатся». «Хорошо. Скажи армии демонического волка, чтобы готовились к атаке». Глава 335, снова проигрывая. Воины гончих войны, упавшие со стервятников, отступали от армии Дикого Пламени семьи Наньгун. Армия Дикого Пламени была сильнейшей пехотной единицей Южного Лета, каждый ее солдат был в несравненно толстых доспехах, и пробить их не мог даже культиватор пробужденной души. К тому же, армия Дикого Пламени изучала тайную технику семьи Наньгун, поэтому боли они не ощущали. Хотя они были всего лишь на пике 9-го уровня совершенного тела, сила их была близка к уровню культиватора пробужденной души. Все 10 тысяч солдат Дикого Пламени держали в правой руке по огромному мечу, а в левой — по энергетическому пистолету. Гончим войны, пытающимся прорваться, пришлось несколько раз отступить и, наконец, собраться в одном месте. Рыцари Грифонов защищали городские стены, снижая давление на обороняющихся, чтобы они могли удерживать позиции. Хотя имперский город еще был полон пламени войны, самую опасную волну остановить удалось. Рыцари-грифоны снова стали сражаться с рыцарями стервятников. У каждого рыцаря-грифона был дополнительный энергетический магазин. Рыцари стервятников не могли выстоять против стрельбы из автоматов, и после нескольких атак жертв среди них стало в 4 раза больше, чем среди рыцарей-грифонов. Ха! Врезался в тело генерала гончих войны кулак правителя Пылающего Солнца. Тело его было покрыто кровью, волосы трепало ветром, он смотрел на отступающих солдат Королевства гончих войны и дико хохотал. Вот в чем сила Королевства гончих войны. Чтобы не оскорблять Южное Лето, я позволю им остаться тут навсегда. Совершенный правитель тоже убил как минимум несколько высокопоставленных вражеских генералов. Рыцари Грифонов тяжело ранили гончих войны, а элиту, прорвавшуюся в город, уже давно уничтожила армия Дикого Пламени. Большинство из них были уже мертвы. Осаждающая армия гончих войны несла серьезные потери. Если они отступят, атаковать снова будет нелегко. С одной стороны, у солдат Южного Лета поднимется боевой дух, с другой стороны, вернется безмолвный правитель. Кавалерия Южного Лета не даст королевству гончих войны много времени. Важную роль в этом сыграло энергетическое оружие. Из-за мощного энергетического оружия рыцари Грифонов смогли вырваться из окружения, а армия Дикого Пламени победила павшую элиту гончих войны. Ощущая давление, главные эксперты Королевства гончих войны, в том числе и король Клык, не смели сделать и шагу. Темно-золотистое перо совершенного правителя вырвало у генерала гончих войны сердце. Взгляд его пронесся по армии гончих войны, и он заметил, что кое-что происходит. Куда направляется их главная кавалерия, правитель Пылающего Солнца тоже это заметил. Главной в армии гончих войны была кавалерия демонического волка. Это были войска с пугающей боевой мощью. Каким бы жарким ни было сражение, король Клык всегда сохранял спокойствие и никогда не бросал ее в бой. Обнаружив, что кошмарная черная армия исчезла, они были поражены. Армия Южного Лета встретила эту новость ликованием. Правитель Пылающего Солнца наблюдал за королем Клыком. Хотя их разделяло большое расстояние, он не видел в глазах короля Клыка ни ярости, ни разочарования. Скорее, в них была глубокая задумчивость, словно он ждал, когда его план вступит в силу. Плохо дело. У него есть подкрепление. Когда правителю Пылающего Солнца и совершенному правителю стало некомфортно, из центра имперского города донеслись звуки битвы, в том числе и яростные волчьи крики. Элита гончих войны, оказавшаяся в ловушке армии Дикого Пламени, вдруг переполнилась энергией. Не успела армия Дикого Пламени отреагировать, как с крыш и углов со всех 4 сторон, пролетая мимо карнизов и стен, волной хлынули тысячи волчьих кавалеристов в черном. Беда, это оказалось слишком неожиданно, армия Дикого Пламени даже отбиться не успела. Бесчисленные демонические волки напали, как рой пчел, мгновенно расколов армию Дикого Пламени на куски. Более того, солдат у них было больше, чем в армии Дикого Пламени, так что они повергли армию Дикого Пламени в хаос, словно дикая собака, вцепившаяся в кусок свежего мяса. Кавалерия гончих войны объявилась в имперском городе. Все были поражены, что произошло. Как кавалерия гончих войны попала в имперский город, быстро прибежал человек и сообщил: враг идет со стороны семьи Наньгун, это невозможно. Правитель Пылающего Солнца просто не мог в это поверить. Огромная толпа диких черных фигур продолжала нестись вперед. Демонические волки со всадниками прыгали с крыш, убивая невинных жителей и солдат. 5 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч. 12 тысяч, 13 тысяч армию Дикого Пламени, которую рассредоточил по городу правитель Пылающего Солнца, полностью поглотила. Демонических волков становилось все больше и больше, а они напоминали неудержимую волну. Что тут происходит? Взревел правитель Пылающего Солнца, не успев осознать случившееся.
Это может быть тайный семейный ход, имперский город стоили 3 великие семьи, и по определенным причинам во время строительства 3 великие семьи построили под имперским городом тайные ходы. В этом не было ничего странного. Однако тайные проходы были заперты. Их нельзя было открыть снаружи, только изнутри. Мало кому из семьи Наньгун было разрешено открывать тайный ход, особенно в таких обстоятельствах. Тогда почему тайный ход открылся, возникла небольшая группа семьи Наньгун, появившаяся среди бесчисленных кавалеристов демонического волка. Командовал ей сын правителя Пылающего Солнца, маркиз Тлеющего Пламени. Рядом с ним были несколько тысяч солдат из армии Тлеющего Пламени. Маркиз Тлеющего Пламени. Неужели маркиз Тлеющего Пламени на стороне Королевства Гончих Войны? Черт побери, неужели маркиз Тлеющего Пламени впустил врагов? Если тайный ход семьи Наньгун открыл маркиз Тлеющего Пламени, все имело смысл. В конце концов, маркиз Тлеющего Пламени был главой 8 маркизов, единственным боевым маркизом первого класса и командиром могущественной армии Тлеющего Пламени. Он мог открывать тайный ход, и даже если семья сопротивлялась, он был достаточно силен, чтобы заставить их его открыть. Ха! Рассмеялся командир Гончих Войны, который был на уровне истинной души, стоящий возле маркиза Тлеющего Пламени. Никогда не думал, что ваша судьба окажется такой. Лицо правителя Пылающего Солнца покраснело, почернело, и он гневно сплюнул кровью. Ты непокорный сын Наньгун Лин. Пошел против отца и своей семьи. Ты сбит с толку, старый дурак. Холодно произнес Наньгун Лин, маркиз Тлеющего Пламени. В имперском городе проживает 8 миллионов человек. Вы, невежи, просто уничтожили бы этот город. Я всего лишь защищаю граждан. Король Клык пообещал мне, что если он возьмет имперский город, то не тронет граждан и сделает меня правителем Южного Лета. А что насчет тебя? Почему ты сопротивляешься безнадежности? Продал нашу страну и честь, но оправдываешься. Совершенный правитель был полон негодования. Кто мог представить такое развитие событий? Ты — позор страны Южного Лета. Наньгун Лина это не задело. Неважно, что ты считаешь, но семья Дунфан не может спасти страну. Семьи Наньгун и Шангуань не должны погибнуть вместе с ней. Командир Гончих Войны ощущал нетерпение. Ты слишком много болтаешь, пора нападать. Демонические волки устремились к городским стенам. Большая часть обороны Южного Лета размещалась снаружи. И как они могли защищаться теперь, когда враги проникли внутрь? Король Клык был за пределами города, естественно, он ощутил изменения, произошедшие внутри. Холодно улыбнувшись, он поднял золотой барабан бога грома. Вот и шанс, нападайте со мной. Король Клык сделал ход лично. Рядом с ним были 4 эксперта истинной души. Они превосходили страну Южного Лета по всем параметрам. Как армия Южного Лета могла защищаться, когда на них нападали и снаружи, и изнутри? 2 правителя Южного Лета, позвольте мне испытать вашу силу. Король Клык прыгнул и оказался на высокой крепостной стене. Ноги его создали в стене 2 дыры. Сторожевая вышка горела, и солдаты не могли защищаться от врагов, идущих со всех сторон. Как они могли сконцентрировать огонь на короле Клыке? Король Клык поднял золотой барабан бога грома, покрытый черно-фиолетовыми узорами, и солдаты Южного Лета, окружавшие его, превратились от удара молнии в угольки. Правитель Пылающего Солнца сказал Мэн Цину, что стояла рядом с ним: «Уходите, отступайте в Королевский дворец». Чэнь Бин Юй пришла за Мэн Цину, чтобы эвакуировать ее с поля боя. Они не могли выдержать такое сражение. Король Клык не преследовал их, он презирал преследование, потому что его достойными противниками в имперском городе были всего 2 человека. Ничего не говоря, правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель одновременно и без предупреждения напали на короля Клыка. Стену сотрясла серия взрывов, сражались 3 эксперта истинной души, и разрушительная сила, которую они порождали, была шокирующей. Рухнули большие обломки стены, и поле боя охватил хаос. 3 фигуры рухнули в руины. Они обменялись ударами, но совершенный правитель и правитель Пылающего Солнца уже получили по несколько ранений, а король Клык не получил ни единой раны, потому что ему бой давался легко. Разница в силе между ними была очевидной. Насмешливо улыбнувшись, король Клык произнес: 3 правителя Южного Лета больше ни на что не способны, их окружила армия Королевства Гончих Войны. Правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель переглянулись. Отступаем, они повернулись, чтобы убежать. Их принялись преследовать командиры Гончих Войны, но их остановил король Клык. Король Клык спокойно сказал: эти 2 эксперта истинной души не доставят проблем, сейчас нам нужно подчинить имперский город. Даже если кавалерия государства Цан покинет свой пост, они ничего не смогут сделать. Неважно, на какие уловки пойдет противник, окончательная победа будет за нами. Есть, возьмите солдат, чтобы смести армию Южного Лета, сломить их последнее сопротивление. Глаза короля Клыка были холодны, словно лед. Что касается этих людей, то ничего страшного в том, что они поживут еще несколько часов.